Всем привет, друзья! Это долгожданный выпуск про видеоигры, и сегодня в обзоре топ-20 лучших игр 1998 года. Из огромной россыпи игр 98 года почти невозможно выделить хорошую или плохую игру, каждая по-своему хороша. Поэтому будем ориентироваться на мировой успех и славу каждой из них. Лайк, подписка, комментарий и без долгой загрузки поехали! Для начала вспомним 3 легендарные игры, от которых фанатели любители автомобильных симуляторов и гонок. 2 из них — это признанные шедевры — Need for Speed Free и Test Drive 5. Настоящие любители погонять на крутых тачках покупали себе обе игры сразу, но, как правило, останавливались в своих предпочтениях и полностью отдавались лишь одной из них. Кто-то выбирал Need for Speed, а кто-то Test Drive 5. Последняя была создана в жанре аркадных автогонок. 18 разных трасс, легендарные автомобили на выбор, Camaro, Corvette, Pontiac, Aston Martin и многие другие. Выигрывай гонки, открывай новые автомобили, удирай от полицейских, просто рай для компьютерных автогонщиков. Но многие критики так и не полюбили это творение, а отдавали пальму первенства жажде скорости, известному продолжению серии гонок с преследованием сумасшедшей по популярности игре Need for Speed Free. В этой версии можно играть как за гонщика, так и за полицейского и соревноваться на трассах в 4 различных режимах. Вечером в спальных районах городов наступала тишина. У телевизоров отцы с сыновьями соревновались между собой. Нередко матерые и опытные водители со стажем проигрывали юным школьникам. А где же третья автомобильная игра, спросите вы? О, о ней можно говорить часами. Это дальнобойщики. Многим мальчишкам 90-х эта игра определила профессию, и это не шутки. Гонки на большегрузных траках и грузовиках, бескомпромиссные поездки по трассам создавали романтический ореол такой интересной работы. Соревнования с грузовиками, когда ты уверенно ведешь свой грузовик к победе, выбирая скорость, внимательно следя за исправностью тормозов и степенью износа покрышек, покоряли навсегда. Дальнобойщики. Нестареющая игра на все времена. Где-то в далекой-далекой галактике. Киносериал «Звездные войны» очень популярен в мире, а игры, посвященные этой теме, и подавно. Шутер от первого лица по франшизе Джорджа Лукаса «Звездные войны» не прошел незамеченным. Star Wars Jedi Knight Mysteries of the Sith. Игра на все времена. Почувствуй себя настоящим джедаем или имперским солдатом, исследуй просторы вселенной. 31 января 1998 года игра выходит в свет на платформе Windows. Игроки со всего мира в предвкушении. И не зря. События игры происходят спустя 6 лет после истории, рассказанной зрителям в фильме «Возвращение джедая». Разработчики встроились в общий канон хронологии главных космических событий, и это для всех ценителей «Звездных войн» было очень важно. Планета Альтаир-5, джедай Каин Катерн берет в ученицы бывшего имперца, перешедшего на сторону республики, Мару Джейд. Девушка только собирается прикоснуться к джедайской силе, как планету атакуют штурмовики Империи. Многопользовательский режим, возможность играть сразу за 2 основных персонажей, интересные уровни и задания, где игрокам встречаются штурмовики и темные силы ситхов. Все это радовало игроков тогда. В 1998-м радует и сейчас. Прекрасная игра на все времена, такая же бессмертная, как киноэпопея «Звездные войны». Эту игру разработали 2 известных на весь мир компьютерных гения — Наото Осима и Юджи Нака, отцы-основатели известного во всем мире Соника. Burning Rangers. Трехмерная графика, простое управление, динамика, красочность картинки и самые современные технические навороты того времени, такие как захват движения или эффекты полупрозрачности. Пересмотрев массу популярных боевиков про супергероев, таких как Терминатор, Супермен, Назад в будущее, Бэтмен, Огненный вихрь, разработчики придумали своих героев — суперпожарных.
В задумке разработчиков бороться они будут, естественно, с огнем. Герои пожарные из игры Burning Rangers должны были спасать Землю от неизбежного падения космической станции, всепоглощающего космического огня, и одновременно стать одной из популярных игр в мире. Однако ожидания не оправдались. Шутер от третьего лица про элитное подразделение пожарных запомнился игрокам, но не стал коммерческим бестселлером. В основном потому, что вышел он на консоли Sega Saturn, игровой платформы Sega. Сатурну было далеко до популярности как обычных компьютеров, так и до приставки Sony PlayStation, а может быть и потому, что персонажи в целом хорошие, но не такие харизматичные герои, как, к примеру, итальянский водопроводчик Марио. Зато две версии приключений всемирно известного Соника были намного успешнее. Sonic Adventure — игра про приключения Ежика-звезды и его друзей в фантастическом мире, где он противостоит монстру Хаосу и его создателю доктору Эггману, пришлась по душе геймерам. Игра, выпущенная на новой консоли Dreamcast, была коммерчески успешной. Всего было продано 2,5 миллиона экземпляров игры, что для приставки Dreamcast было несомненным успехом. Следующее успешное творение разработчиков Sonic Team, трехмерная гоночная игра Sonic R, была принята также тепло. Игра в 1998 году вышла на платформе Windows компании Microsoft как хорошо зарекомендовавшая себя на консоли Sega Saturn. Если вы слышали где-то о международном антитеррористическом подразделении «Радуга», значит, вам знакома игра Tom Clancy Rainbow Six, и вы наверняка играли в нее. Вспоминайте, друзья, эта игра 1998 года не могла просто так забыться. Бравые парни, выполняющие самые опасные задания и проходящие трудные миссии во всех уголках мира. Штурм зданий, освобождение заложников, противодействие мировым злодеям уровня не меньше Доктора Зло или Профессора Мориарти. В этой игре не самое главное хорошо стрелять и быстро бегать. В этой игре нужно грамотно планировать операции и тактически управлять своей командой элитных спецназовцев, выбирать правильное оружие и скрупулезно идти по карте. Tom Clancy Rainbow Six — отличный ностальгический шутер от первого лица. Игровая индустрия очень любит вымышленные истории про будущее, неизведанные миры, пришельцев, супергероев, борьбу хороших парней с плохими, и 98 год был богат подобными играми. Таким примером была игра Future Cop LAPD, шутер от третьего лица известного и признанного авторитета в мире компьютерных игр компании Electronic Arts. Приключения робота на службе полицейского управления Лос-Анджелеса не смогли оценить по достоинству. Не помогли даже особые режимы игры, такие как «Преступные войны» и «Полицейский штурм», а также возможность играть как одному, так и вдвоем. Всевозможные локации, большой выбор оружия и разнообразные задания не пришлись по душе ценителям игровой вселенной. Всего было продано 200 тысяч дисков с игрой, что для игровой индустрии очень мало. Посчитав убытки, проект разработчиков игры закрылся, хотя игра неплохо смотрится и 20 лет спустя. Друзья, ваша поддержка очень важна для нас. Поделитесь этим видео в соцсетях, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Вот еще одна новинка 98 года. Metal Gear Solid компании Konami стала бестселлером. И вроде бы заезженная тема. Снова подразделение спецназовцев, противодействующих мировым террористическим ячейкам. Так в чем же тогда грандиозный успех игры, вышедшей на платформе Sony в далеком 1998 году? Дело в деталях, которые и определяют все. Компьютерная игра в жанре стелс-экшен стала образцом-основателем этого жанра. В ней много разных характерных особенностей. Например, способность героя выглядывать из-за угла, прятаться, а противники могут обнаружить твое присутствие даже по шуму шагов. Постепенная прокачка персонажа, подготовка его к следующей миссии и встрече с новым боссом. Игра, конечно, была хороша, но в этот год были и более серьезные претенденты на звание игры года.
Главное событие в игровой индустрии. Fallout 2, вторая часть известной ролевой игры, вышла в свет в 1998 году. Игра, в которой твой персонаж избранный, может сам решать, какими путями ему идти по сюжету, совершать хорошие дела или плохие поступки. Игра сама формирует карму главного героя, атмосферу и отношение к персонажу по мере прохождения различных квестов. Fallout 2, мы думаем, слова излишни, и каждый игрок понимает, что подобных шедевров в мире очень немного. Worms 2 или боевые червяки. Азарт и веселье игрокам были обеспечены. Играли целыми отделами и даже офисами. Играли везде, на работе, дома, в гостях и, конечно, в компьютерных клубах. Девушки и жены игроков негодовали. Что интересного в этих мультяшных и плоских созданиях? Они ничего не понимали. Червячки-артиллеристы — игра, которая захватывала сразу. Сражение команд червяков друг с другом происходило с помощью самого разного артиллерийского оружия и всевозможных пушек, ракетниц, гаубиц и гранатометов. Самое интересное — это правильно задать амплитуду выстрела и наслаждаться результатом. Мальчишки и девчонки 90-х, ваше время пришло. Нет, наверное, такого человека, который бы не играл в 98 году в мегапопулярные игры Spyro the Dragon и Crash Bandicoot Free на платформе Sony. Удивительные приключения дракончика и бандикута, по-нашему сумчатого барсука, немного похожего на лисенка. Действительно, эти две игры были чрезвычайно популярны. В них играли и дети, и взрослые. Яркая графика, как в мультфильмах, любимые персонажи, музыка. Дракончик Спайро, путешествующий по мирам, собирающий кристаллы, помогающий местным обитателям решать их проблемы, разбивающий лбом преграды, летающий и изрыгающий огонь. Симпатичный Краш, сумчатый барсук из Австралии, был знаком игрокам еще с 1996 года. Именно тогда его полюбили. А тут новая игра, практически новый Краш, легко преодолевающий преграды, разбивающий ящики и сметающим со своего пути всех врагов своим вихревым фирменным волчком. Прыгающий ввысь, как настоящий супергерой, он всегда в самом эпицентре приключений. Игры Spyro the Dragon и Crash Bandicoot Free для 1998 года были великолепны. Остались ли они шедеврами и сейчас? Решать только вам. Пишите свои мысли в комментариях. В 1998 году на рынок выходили не только квесты, шутеры и аркады. Год порадовал замечательными игровыми стратегиями, тем более что любителей такого жанра в мире предостаточно. Классическая экономическая стратегия в реальном времени Knights and Merchants The Shattered Kingdom в переводе с английского звучало как «Рыцари и купцы. Разрушенное королевство». Но в нашей стране эта игра немецких разработчиков была известна под другими названиями. Самая известная «Война и мир» и, конечно, «Разделяй и властвуй». Средневековье. Интриги, заговоры, раздробленные королевства, сопротивляющиеся варварам. Игрокам было где развернуться. Главное, копи ресурсы, развивай свой военный анклав и береги склады. Веселили и средневековые жители, которые сразу же бросали работать и отказывались воевать, если их вовремя не покормить или если у тебя закончатся припасы. Прям как в жизни. Раз уж мы заговорили о стратегиях, значит, не можем не вспомнить главную мировую игру этого жанра и этого года на все времена. В 1998 году выходит Age of Empires – The Rise of Rome. Эпоха империй, расцвет Рима. Игра была выпущена для персональных компьютеров на платформе Windows. Игроки переносились в эпоху античности, возрождение и упадок, расцвет Рима и его военные победы. Эпоха империй — непревзойденная историческая стратегия всех времен и народов. Сколько бесконечных часов просиживали у экранов игроки, проходя сюжетные повороты этой исторической саги, играя монголами, гуннами, франками или индейцами. Age of Empires навсегда останется образцом для стратегических игр. В октябре 1998 года студией SCE Cambridge Studio под брендом Sony была выпущена новая игра Medieval. Компьютерный хоррор вышел на игровой приставке PlayStation, игрушка поддерживала аналоговый вибрационный джойстик-контроллер DualShock. Игра про рыцаря, который восстал из мертвых и вступил в жестокую схватку со злым колдуном.
просто потрясающий сюжет для фильмов ужасов, который прост и безумен одновременно. Но если подходить вдумчиво к героям других компьютерных игр, то эта история смотрится вполне прилично. Сначала мертвый рыцарь дерется с врагами, используя собственную руку. Да, берет ее, отрывает и бросает во врагов. И только позже находит другое оружие с боеприпасами. Победив всех своих недругов, он заполняет их душами золотой кубок. Как вам такой ход истории? Это, на секундочку, игра, в которую играли тысячи мальчишек по всему миру. Просто леденящая душу история, но, как ни странно, юные и взрослые игроки нисколько не боялись некромантов, горгулей, скелетов, колдунов и драконов, а критики, наоборот, называли эту игру чрезвычайно веселой. Продолжая тему игровых ужастиков, переходим сразу к образцу этого жанра — игре Санитариум и к ее отечественной версии Шизариум. Название говорит само за себя. Психологический триллер-квест задает тон с самого начала. Главный герой оказывается в больнице для душевнобольных и мучительно вспоминает, кто он, где он и какова его миссия в жизни. Многие события происходят в его голове. Игрок путешествует с главным персонажем по 13 квестам, главам, решает разные головоломки и задачи, борется с монстрами и исследует локации в образе других сумасшедших и страшных героев. Игра на любителя, но ведь, что интересно, многие играют в нее до сих пор. А теперь немного об играх 1998 года, которые были не так популярны в массовом плане, но имели своих верных почитателей, ценителей и сторонников. Blood 2 The Chosen. Кровь 2 Избранный. Снова много крови и снова избранные герои, готовые спасать мир. Продолжение компьютерной игры Blood получилось неплохим, хотя мы знаем, что продолжение не всегда получается лучше основной истории. Игроков ждал известный герой Калеб, который противостоит негодяям, на этот раз последователям религиозного культа и корпорации Кабалку. Игра на твердую 5. Петька и Василий Иванович спасают галактику. Компьютерная игра на платформе Windows стала первой в стране игрой, выпущенной на целых 3 компакт-дисках. Игра стала классикой нового жанра — русского графического квеста, да еще и с примесью юмора. Просто гремучая смесь. В сюжете игры все смешалось: и гражданская война, и инопланетяне, и деревня Гадюкина. Герои известного фильма Чапаев предстали зрителю в карикатурных образах, что многим не понравилось. Но не рассказать об этой игрушке как о новом явлении в мире игр и геймеров в нашем обзоре мы не можем. Подведем итоги 4-го обзора и расскажем о следующих выпусках. Признаться честно, в работе над этим видео мы были поражены количеством отличных игр, вышедших в 98 году, и это только первая часть по этой теме. На наш взгляд, всем очевидно, в этом году произошел настоящий творческий всплеск практически во всех отраслях культуры. Кстати, про многие из этих событий можно узнать из обзоров по ссылкам в описании. На следующей неделе выйдет 2-я часть обзора, в которой мы расскажем о многих других интересных играх этого замечательного года. И уже скоро займемся обзором на 1999 год. До скорых встреч, друзья!